Помните, как Dacia несколько месяцев назад открыла предзаказ на новый Bigster? Тогда многие обратили внимание на обещанную версию с двигателем на сжиженном газе, но ее запуск вдруг придержали. И вот, наконец, несколько дней назад компания дала зеленый свет. Bigster с новым EcoG двигателя уже доступен для заказа. Почему это важно? Потому что Bigster – первая модель в Renault Group, получившая новейший двигатель EcoG. Речь идет не просто о газ-бензине, а о современной двухтопливной системе с поддержкой мягкого гибрида на 48 вольт. Для европейского рынка, где дизель постепенно уходит в прошлое, это очень символично. Гибрид на сжиженном нефтяном газе – это новый способ сэкономить, не жертвуя запасом хода, который, кстати, составляет аж 1450 километров. В Евросоюзе давно рассматривают гибриды как новую альтернативу дизельным авто. Но Dacia пошла дальше, предложив не просто гибрид, а доступный экономичный бивалентный двигатель. Давайте заглянем под капот и узнаем, что скрывает новая версия Bigster. Там установлен 1- и 2-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, работающий как на бензине, так и на сжиженном газе. Знакомый по другим моделям группы Renault, этот мотор стал основой целого нового семейства двухтопливных агрегатов. И Bigster – первый, кто получил гибрид, работающий на бивалентном двигателе. Двигатель EcoG оснащен 48-вольтовой мягкой гибридной системой, подхватывающей авто при старте и разгоне. Результат – меньший расход топлива, более плавный ход и приятнее вождение. А еще этот мотор – настоящий универсал, работает как на бензине, так и на сжиженном газе. Выдает двигатель 140 лошадиных сил и 230 ньютон-метра крутящего момента, а в паре с ним классическая шестиступенчатая механика и передний привод. До сотни такой Bigster разгоняется за 10 секунд, работающим на газе, и 9,8 на бензине. А теперь к самому интересному – запас хода до 1450 километров. Это благодаря двум бакам общим объемом 100 литров, 50 литров бензина и столько же газа. Кстати, газовый бак аккуратно спрятан под полом багажника. Расход в смешанном цикле – 5,7 литров на бензине и 7 на газе. И все это по стартовой цене около 24 тысяч евро. Как для современного, экономичного и универсального кроссовера очень привлекательное предложение. Кстати, за ту же цену можно взять вариант с тем же 140-сильным двигателем и с 48-вольтовой гибридной системой, а также с передним приводом. Правда, работает он только на бензине. Зато разгоняется до сотни за 9,8 секунды и в среднем тратит всего 5,4 литра на 100 километров. Кроме того, предлагается новый кроссовер и в полном гибриде по цене от 28 590 евро. В состав гибридной силовой установки входит 1,8-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 107 сил, электромотор на 50 лошадей. Многорежимная автоматическая коробка передач с кулачковыми муфтами вместо традиционных дисковых синхронизаторов. Имеющая 4 передачи для двигателя внутреннего сгорания и еще 2 для электродвигателей. Батарея скрывается под полом багажника, ее емкость 1,4 кВт-часа. В сумме система выдает 155 сил и 205 ньютон-метра крутящего момента. Привод передний, а средний расход топлива всего 4,6 литра на 100 километров. Разгоняется до сотни за 9,7 секунды. Единственная полноприводная версия стоимостью от 28 800 евро. Это мягкий гибрид с мощностью 130 сил и крутящим моментом 230 ньютон-метра. Под капотом тот самый 1- и 2-литровый трехцилиндровый турбированный двигатель нового поколения, работающий по циклу Миллера и в паре с шестиступенчатой механикой. Разгон до сотни занимает 11,2 секунды. Расход топлива радует – около 6 литров на 100 километров в смешанном режиме. К тому же здесь стоит аккумулятор на 0,8 киловатт-часа, который заряжается во время торможения. И самое интересное – у полного привода стандартные режимы для кроссоверов – грязь, песок, бездорожье, снег плюс система контроля спуска с горы. Во всех моделях максимальная скорость ограничена на отметке 180 км в час.
Но независимо от комплектации, кроссовер имеет передние дисковые тормоза, а сзади – барабаны. Вот еще интересный факт. Румынский бренд активно тестирует новую версию Bigster, которая получит современную электрифицированную систему полного привода. Это технологический шаг вперед для марки, ведь вместо традиционной механической системы, стоящей на полноприводных моделях, Dacia внедряет электрический полный привод с автоматической коробкой передач, а задняя ось кроссовера будет приводиться в движение отдельным электромотором. Что касается дизельного двигателя, то его не предложат из-за строгих экологических норм Европейского Союза. Однако, как показывает пример нового Duster, вышедшего с дизельным вариантом в странах Восточной Европы, возможно, что Bigster появится с дизельным двигателем и за пределами Евросоюза. Dacia Bigster предлагает базовые системы безопасности, активное экстренное торможение, помощник удержания в полосе и предупреждение о безопасной дистанции. Однако румынский кроссовер получил лишь 3-звездочный рейтинг безопасности, не лучший показатель. Значит ли это, что он небезопасный? Нет. Ведь Dacia устанавливает только обязательные системы, чтобы удержать доступную цену, поэтому рейтинг безопасности 57%. В то же время существующие системы помощи показали хороший результат во время испытаний. Кроме того, салон сохранил свою целостность при лобовом столкновении, а манекены показали хорошую защиту колен и бедер. Краш-тесты на боковой удар и удар в столб подтвердили высокий уровень защиты критических зон, что обеспечило Bigster в целом достойный результат. Bigster – крупнейший кроссовер бренда, напоминающий увеличенную версию Duster. Оба автомобиля построены на платформе CMF-B и имеют схожую конструкцию кузова, но Bigster предлагает больше простора и комфорта. Его длина 4571 мм на 230 мм больше, чем у Duster. Колесная база длиннее на 30 мм и составляет 2703. Высота достигает 1710, ширина 1813, а дорожный просвет 220 мм. В зависимости от комплектации предлагаются 17, 18 или 19-дюймовые колеса. Салон румынского кроссовера строго пятиместный, а багажник вмещает 677 литров, на 15 литров больше, чем у Volkswagen Tiguan, и почти на 80 литров больше, чем у Kia Sportage. Если вы сложите трехсекционное заднее сиденье с помощью рычагов сбоку багажника, образуется огромное плоское грузовое пространство, объем до 1937 литров. У гибридной версии через батарею багажник чуть меньше – 546 литров, но со сложенными спинками заднего сиденья объем увеличивается до 1851 литра. Он расположен выше Duster в линейке Dacia и доступен в 4 комплектациях – Essential, Expression и 2 топовых версиях Extreme и Journey, о которых мы подробно рассказывали в предыдущих обзорах. Главная особенность внешнего дизайна – вертикальная передняя часть с черной решеткой радиатора и логотипом Dacia в виде звена. Боковой профиль Bigster отличается квадратными формами и массивной облицовкой с сочетанием глянцевого и матового черного. Фирменный акцент – треугольные задние фонари, ставшие визитной карточкой Dacia. Внутри дизайнеры уделили внимание пространству, эргономике и комфорту. Высокая приборная панель увеличивает пространство для передних пассажиров. Для простоты и эффективности вся информация, связанная с вождением, собирается на цифровую панель приборов с диагональю 7 или 10 дюймов, в зависимости от комплектации. А информация, связанная с мультимедийной системой, находится на центральном сенсорном экране с диагональю 10 дюймов. В начальных и средних комплектациях Bigster предлагает доступ к мультимедийной системе Medio Display с 4 динамиками и беспроводной интеграцией смартфона. Топовые комплектации также оснащены мультимедийной системой MediaNav, которая предлагает облачную навигацию с информацией о дорожном движении в реальном времени и обновление карт в течение 8 лет. В комплект поставки входит аудиосистема Arcamis 3D с 6 динамиками.
В салоне частично электрифицированные регулировки сидений делают настройки быстрой и удобной. Высоту и наклон спинки можно точно регулировать электронно. В то же время в базовых версиях оставили классическую механическую регулировку. Интерьер в большинстве своем выполнен из жесткого пластика, дополненного тканевой отделкой. Но дизайн здесь свежий и продуманный, он не навязывает дешевизны, а создает впечатление прочности и готовности к приключениям. Также доступны дополнительные опции, такие как «Зимний плюс» 540 евро, с подогревом лобового стекла, руля и передних сидений, а также легкий пакет за 750 евро с датчиками парковки, бесключевым входом, камерой и предупреждением о слепых зонах. Bigster займет место в C-сегменте, составив конкуренцию Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Самое интересное, что даже топовый кроссовер дешевле базового Volkswagen Tiguan на целых 7000 евро. Это не случайность. Bigster создан как доступная альтернатива кроссоверам C-класса, а не как их прямой конкурент. На этом у нас все, но впереди еще много интересного. Друзья, ваш лайк и подписка – это как полный бак для нашего канала. Поддержите нас, чтобы мы продолжали радовать вас новыми обзорами. Делитесь своим мнением в комментариях, это помогает нам делать контент еще интереснее. Желаем вам только удачных дорог, полного бака и комфортных поездок. Оставайтесь с нами, до скорой встречи на канале.